Привет, мир! Сегодня мы в Рио-де-Жанейро, городе вечного праздника и удивительных контрастов. Этот изумительный город, расположенный в заливе Гуанабара на побережье Атлантического океана, является главной туристической меккой Бразилии. В январе 1502 года португальский мореплаватель Гаспар де Лемуш прибыл в залив Гуанабара. Однако из-за небольшой ширины пролива, всего 1,5 километра, ошибочно принял его за устье реки. Отсюда и возникло название Рио-де-Жанейро, что переводится с португальского как «река января». В 1555 году французским колонистам удалось захватить контроль над районом нынешнего Рио. Официальной датой основания города считается 1565 год, когда португальцы основали базу для операции против французов у подножия Сахарной горы. В 1763 году в Рио-де-Жанейро практически целиком перебралась колониальная администрация, и почти на 2 столетия город стал столицей Бразилии. Сегодня Рио-де-Жанейро является самым популярным городом Бразилии и привлекает огромное количество туристов со всего мира. Рио-де-Жанейро располагается на Атлантическом побережье Бразилии, в бухте Гуанабара. Является столицей и административным центром одноименного штата. Город занимает площадь 1260 квадратных километров. Здесь проживает около 6,5 миллионов человек. Расстояние до самого населенного города Бразилии, Сан-Паулу, 358 километров. В Рио-де-Жанейро царит тропический климат. В городе всегда высокая влажность. Средняя температура летом, с декабря по февраль, 26 градусов. Зимой, с июня по август, 21,5 градуса. Средняя температура воды не падает ниже плюс 20. А найти самые дешевые авиабилеты в Рио-де-Жанейро вы можете на сайте aviasales.ru. Aviasales. Поиск дешевых билетов. Рио-де-Жанейро – туристическая жемчужина и один из самых удивительных городов Южной Америки. Он сочетает в себе великолепные пляжи, небоскребы финансовых корпораций и фавелы бедняков. Известный на весь мир пляж Копакабана – это 4 километра солнечного песчаного пляжа, место отдыха горожан и туристов, проведения праздников, фестивалей и концертов, а также матчей по пляжным видам спорта. Не отстает и расположившийся неподалеку пляж Ипанема. Чистый желтый песок, прекрасный вид на горы и океан. Другой пляж, Апа-Ардор, находится между Копакабаной и Ипанемой. Он более каменистый, чем свои знаменитые визави, зато менее шумный и людный. Следующий популярный пляж – Леблон. Он расположился рядом с одноименным фешенебельным районом Рио-де-Жанейро. Считается местом отдыха состоятельных граждан и золотой молодежи. Чуть севернее находится лагуна Родриго-де-Фрейташа, по форме напоминающая сердце. Здесь в 2016 году проходили олимпийские соревнования по академической гребле среди каноистов. На территории обновленного порта в честь Олимпиады находятся граффити этноса. Крупнейшее настенное изображение, нарисованное одним человеком. Несомненными визитными карточками Рио является гора Сахарная голова и статуя Христа Искупителя на горе Корковадо. Монумент расположен на территории леса Тижука, являющегося самым большим городским лесным парком в мире.
А для любителей тропиков неподалеку расположился основанный в 1808 году ботанический сад. Сегодня Рио – это один из самых густонаселенных городов мира, жители которого сами себя называют «кариокас». Тысячи туристов ежедневно прибывают в Рио-де-Жанейро. Чтобы принять их всех, в городе функционируют 3 аэропорта. Автобусы являются наиболее распространенным видом общественного транспорта. Более 800 автобусных маршрутов обеспечивают транспортное сообщение для жителей и гостей города. С 1979 года в городе работает метро. Небольшое, всего 2 ветки, но удобное. Кстати, в городе много станций аренды велосипедов. В Рио много холмов, поэтому одним из удобных видов транспорта стал фуникулер. Рио-де-Жанейро – город удивительных контрастов. Роскошные пляжи и современные районы соседствуют с фавелами, в которых сосредоточено около 20% всего населения. Рио – это город смешения разнообразных архитектурных стилей. Отдельно следует выделить район даунтауна с его многочисленными дворцами, соборами и музеями, а также расположившимися неподалеку высотками и небоскребами. Недалеко от района Санта-Тереза находится собор Святого Себастьяна. Он напоминает пирамиду майя или замысловатого вида небоскреб, но не собор. Мимо проложена арка Лаппа, или, как ее еще называют, акведук Кариока. С конца XIX века арки водопровода служат мостом для знаменитого трамвая Святой Терезы. Недалеко расположилась еще одна диковинка Рио – лестница Силарона. А это церковь Канделарии, одна из самых красивых в городе. Во второй половине XIX века в Рио-де-Жанейро в эпоху расцвета театрального искусства был возведен прекрасный муниципальный театр оперы и балета в стиле неоренессанс. В порту города словно парит над водой музей завтрашнего дня – Музею ду Аманья. В крышу здания встроены солнечные панели, в течение дня поворачивающиеся заходом солнца. А неподалеку находится мост через залив Гуанабара Рио-Нитерой протяженностью более 13 километров. Спорт играет большую роль в жизни города. Самым популярным видом, без сомнений, является футбол. Знаменитый на весь мир, крупнейший в Бразилии и в прошлом в мире, стадион Маракана является домашней ареной сборной Бразилии, клубов «Фламенго» и «Флуминенс». Здесь проходили многие знаменитые матчи, финалы чемпионатов мира и Олимпийских игр. В Рио есть собственный ипподром. Бог сотворил мир за 6 дней, а на 7-й день он создал Рио-де-Жанейро. Так описывают свой потрясающий город его жители. В этом современном мегаполисе переплетаются запоминающиеся природные пейзажи, современная архитектура, исторические и культурные красоты. Спасибо за просмотр. С вами была команда «Привет, мир». Então, o Rio de Janeiro é um lugar bem bonito, apesar de ser bastante violência e quando você vai assim na rua tem que ter cuidado para não ser assaltado e nada disso, mas o brasileiro, né, nunca desiste, né? Porque as pessoas aqui são felizes, vão à praia, curte e é isso. E eu tô com um pouco de vergonha, mas é isso. As pessoas são felizes apesar de tudo. Valeu, já é? É nóis! Então, aqui é o Rio, eu sou carioca, eu moro aqui. Eu amo minha cidade, aqui qualquer momento do ano a gente pode ir pra praia. Aí tem muita gente bonita, muita gente joga bola. Tem muita coisa pra pessoa de fora que não é daqui fazer. Tem o Cristo, tem muitos pontos turísticos legais e aqui sempre tem coisa pra fazer à noite. Então, aqui é uma cidade maravilhosa e pra qualquer pessoa é bem-vinda aqui.